Привет всем, меня зовут Елена. А меня Алекс. Это подкаст канала Listen and Read Russian. Сегодня у нас новая тема, и она очень личная. Мы будем говорить о семье. Точнее, как рассказать о своей семье по-русски. Знаешь, Алекс, недавно моя студентка написала: «Мой сестра живет в Москве». Ой, «мой сестра» – частая ошибка. Именно. В русском языке слова меняются по родам. Сестра – женский род, поэтому «моя сестра». А брат – мужской, значит «мой брат». Для многих иностранцев это самая сложная часть русского языка. Слово меняется, а смысл вроде бы простой. Точно! Давай сегодня разберем семью по-русски. Слова, ошибки и немного культуры. Договорились, но начнем не с родителей, а с чего-то необычного. Алекс, ты знаешь, что такое отчество? Отчество? Нет, расскажи. Это часть имени, которая есть только в русском языке. Она образуется от имени отца. Например, меня зовут Елена, а моего отца Иван. Значит, мое полное имя Елена Ивановна. А если отца зовут Александр? Тогда дочь будет Александровна, а сын Александрович. Это не то же самое, что фамилия. Отчество показывает именно отца, а не всю семью. Полное официальное имя по-русски – это имя, отчество и фамилия. Например, Анна Сергеевна Волкова. Но в разговоре с друзьями отчество не используют. Оно нужно в официальной речи, на работе или у врача. Хорошо, теперь про обычную семью. Кто входит в ближайшую семью? Родители, муж или жена и дети. И родители – это одно слово сразу для мамы и папы, как в английском parents. Есть еще одна ловушка. У слова «родители» технически есть единственное число – родитель. Но в разговоре его почти не используют, звучит слишком официально. Проще сказать «мама» или «папа» отдельно. Кстати, о родителях. В России есть еще одно интересное понятие – крестная мать и крестный отец. Это не родные мама и папа, а люди, которых выбирают при обряде крещения ребенка. Крестные не воспитывают ребенка каждый день, но считаются особенно близкими людьми на всю жизнь. Их часто называют просто крестная и крестный. А как назвать братьев и сестер вместе, одним словом? Вот здесь интересно. В русском нет короткого слова, как английское siblings. Люди просто перечисляют. У меня есть брат и сестра. Значит, нужно называть каждого отдельно? Да, это нормально для русского языка. А если нужно сказать, кто старше, используем старший и младшее. Например, мой старший брат, моя младшая сестра. Обрати внимание, окончание меняется по роду. А если детей в семье нет вообще? Тогда говорят «единственный ребенок». Стандартная фраза, звучит естественно. Хорошо, с ближайшей семьей разобрались. Теперь расширенная семья. Бабушки, дедушки, тети, дяди. И здесь самая известная ошибка иностранцев. Кто-нибудь знает слово «кузина»? Оно технически существует, но почти никто так не говорит. Устаревшее книжное слово. Используют двоюродный брат или двоюродная сестра. Значит, и здесь нужен род, в отличие от английского cousin, где одно слово подходит всем. Именно. Хороший совет. Если сомневаетесь, просто назовите имя. Мой двоюродный брат Дмитрий. И сразу понятно. А бабушки и дедушки? Бабушка и дедушка – это уже теплые разговорные слова. Отдельного официального варианта почти нет. Удобно. Они подходят и для повседневной речи, и для более серьезного разговора. А как назвать тети, дяди, двоюродных братьев и бабушек одним словом? Родственники. Все, кто относится к расширенной семье. Осторожно, некоторые студенты думают, что это значит «родители». Неправильно. Можно сказать, на свадьбу пришли 50 родственников. В России это нормально. Большие семьи часто собираются на праздники. Кстати, о традициях. Одна из известных – большой стол по воскресеньям, где собирается вся семья. У меня похожая традиция. Мы всегда готовим пельмени вместе перед Новым годом. По-русски это называется семейная традиция или семейный обычай. Прежде чем идти дальше, если это видео полезно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И вопрос для комментариев. Как на вашем родном языке называют двоюродных братьев и сестер? Одним словом, как в английском, или отдельными словами, как в русском? Теперь поговорим о чем-то теплом. Иногда семья – это не только кровные родственники. В русском есть выражение «он мне как брат» или «она мне как сестра». Значит, человек очень близкий, даже без родства. Хорошо. А теперь время для нашей рубрики. Мы называем ее «Шпаргалка». 5 слов, которые точно пригодятся. Первое слово – родственник. Пример.
Все мои родственники живут в одном городе. Второе. Традиция. Пример. У нас в семье традиция печь пироги по воскресеньям. Третье. Двоюродный. Пример. Мой двоюродный брат живет в Петербурге. Четвертое. Отчество. Пример. Мое отчество – Ивановна, потому что моего отца зовут Иван. Пятое. Ценить. Пример. Я очень ценю свою семью. Отлично. Теперь попрактикуемся. Представим короткий разговор, например, видеозвонок другу. Алекс, привет! О, я вижу у тебя на стене фотографию. Привет, Елена. Да, это моя семья. Мы собрались на день рождения бабушки. У меня 3 брата и сестры, и почти все родственники живут рядом. А кто эта женщина рядом с твоим младшим братом? Это моя двоюродная сестра, Мария, а тот мужчина справа – Игорь, друг нашей семьи. Он мне как старший брат, хотя мы и не родня. Настоящая дружба иногда сильнее родства. Я очень ценю свою семью. И настоящую, и такую, которую выбираешь сам. Отличный разговор. Заметили, как естественно прозвучали родственники и двоюродная? Да, и разница между родным братом и другом семьи была понятна без путаницы. В следующий раз, когда кто-то спросит вас о семье, начните с простого. Ближайшая семья, потом расширенная, и только потом тема вроде отчества. Кстати, на следующей неделе у нас новая тема. Как рассказать о своем обычном дне по-русски с утра до вечера. Звучит очень полезно. Буду ждать. Перед тем, как попрощаться, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, как называют двоюродных братьев и сестер на вашем родном языке. Спасибо, что провели это время с нами. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Берегите себя.